Итак, если вы имеете Библию или вы следите за этим на экране, мы прочтем несколько текстов Писания. And so if you have your Bibles or if you're going to watch over here on the screen, we're going to read a few verses. 1 Матфея, 18 глава, с 1 по 3 стихи. The first will be from Matthew chapter 18, verses 1 through 3. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». At that time, the disciples came to Jesus and asked, "Who then is the greatest in the kingdom of heaven?" He called a little child to him and placed a child among them. And he said, "Truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven." Такое потрясающее сравнение делает Иисус, беря в пример ребенка. What an amazing comparison Jesus makes, taking a child. Но первое послание к Коринфянам, 13 глава, давайте прочтем еще один текст, что говорит апостол Павел. But let's read from 1 Corinthians 13:11. What does Paul say? «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. Но как стал мужем, оставил младенческое». When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put the ways of childhood behind me. Как понять, нет ли здесь противоречия? How do we understand if there is a contradiction here or not? С одной стороны, Бог через свое слово говорит: «Будьте как дети». On the one hand, God says through His word, "Be like children." С другой стороны, Он говорит, что есть времена, когда не надо быть как дети. On the other hand, He says that there is a time that we shouldn't be like children. Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство. If you won't be like a child, you won't enter into the kingdom of heaven. С другой стороны, пора оставлять порой младенчество и становиться взрослым. And on the other hand, it's time to put our childhood behind us and become adults. Что значит? What does this mean? Кто-то сказал, может быть, здесь авторы не договорились между собою, написавши как будто бы разные вещи. And some may say that maybe the authors didn't agree here and they wrote two different things. Наверное, апостол Павел предполагал, что мы так будем иногда думать. Maybe Apostle Paul thought that we would think this way. Потому в следующей главе мы читали 13-ю, в 14-й он сказал следующие слова. And so we read chapter 13, but in the 14th chapter he says, Он сказал: «Братья и сестры, не будьте дети умом. На злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетними». here's what he says, "Brothers and sisters, do not be children in your thinking, yet in evil be infants, but in your thinking be mature," or an Он adult. связал эти два текста. He connected these two verses. С одной стороны, он сказал: «Кое в чем будьте детьми всю жизнь». On the one hand, he says, "Be a child in every way, all your life." Но с другой стороны, помните, есть период, когда нужно стать совершеннолетними. But on the other hand, he says there's a period in your life where you need to become mature. Тема моей проповеди сегодня на два последних слова из этого текста. Будьте совершеннолетними. And the topic of my sermon is these last words in 1 Corinthians, "Be a mature adult." Я почти не сомневаюсь, что каждый сегодня может подумать: да, это меня не касается, я совершеннолетний, все в порядке со мною. And I know that some of you may think, well, this isn't about me. I'm a mature adult. Everything is okay. Друзья мои, я встречал людей, которым 40, но мне тяжело иногда сказать, что они совершеннолетние по многим-многим своим параметрам поведения, отношения к жизни и так дальше. And my friends, I have met 40-year-olds that you cannot say of them that they are mature adults with the way that they act. Некоторым бы я рекомендовал даже в 40 не жениться. For some, I would recommend don't get married at 40. В 40 не жениться? 40, not get married? Почему ты, пастор, так порекомендовал бы? Pastor, why would you recommend that? Ну, потому что, когда посмотришь на отношение к жизни, Because when you see their attitude toward life, то то, что по паспорту 40, по уму далеко не 40. in their passport, they're 40 years old, but in their mind, nowhere near. А другим 18, And others are 18, а мыслит как 50. but their thinking is like a 50-year-old. Что есть важного в этом призыве апостола Павла: будьте совершеннолетними? What is so important in this call that Paul makes to be a mature adult? Я сказал, мы очень много можем сейчас о себе свысока подумать, что у нас все в порядке с нашим совершеннолетием духовным, да и физическим. And like I said, we can all look above at ourselves and think everything is okay with our maturity, spiritual and physical.
Апостол Павел, когда говорил этот призыв «Будьте совершеннолетними», он говорил о духовном состоянии или духовном росте, возрасте. When Apostle Paul made this call to be a mature adult, he was talking about the spiritual aspect. Чтобы понять это, давайте порассуждаем, что он имел в виду, и проверим себя, так мы совершеннолетние в духовном смысле или нет. So let's understand, let's look into it and see, are we mature in our spiritual world? Есть важных 3 показателя духовной зрелости, и о них я сегодня буду говорить. And there are 3 indicators of spiritual maturity, and that's what I will be talking about Но today. первое, что такое совершеннолетие? But the first, what is adulthood? What is maturity? Это возраст, с наступлением которого человек перестает быть ребенком. It is the age at which a person ceases to be a child. Это возраст, которому свойственны все признаки и действия взрослого и зрелого уже человека. It's the age which is characterized by all the signs and actions of an adult, a mature person. Есть определенные признаки, которые могут подтвердить, совершеннолетен я или нет. There are certain indicators that can point to whether I'm spiritually mature or not. Не день моего даже And рождения. it's not the day I was born. Отсчитая от дня моего рождения до сегодняшнего дня, по годам я вроде совершеннолетний. Counting from the day of my birth to now, I am a mature adult. Так точно и в духовном смысле. But it's the same thing in the spiritual way. Это определяет мое действие или признаки моего поведения, определенных моих отношений к жизни. This determines my actions and my attitude towards life. Перед вами карта всего мира, и на ней примерное изображение того, как в странах разных люди считают возраст совершеннолетия. Before you is a map of the world, and the different colors indicate the different maturity age in each country. Большинство всего мира окрашено желтым цветом. Most of the world is in yellow, as you can see. Это говорит о том, что эти страны признают совершеннолетие в 18-19 лет. This is indicating that these parts of the world, they consider an 18, 19-year-old to be mature. Очень маленькое красное изображение там, где с 16 считается And совершеннолетие. you can see a very small part of the world that is in red, and that's 16. They consider Немножко есть maturity. зеленого, где с 20 лет. There's a little bit of green where from 20 you're И an adult. немного синего с 21 года и старше совершеннолетние люди. And some we see blue where it's 21 years of age is considered mature. Почему люди сделали такие выводы? Why did people come to these conclusions? Разные страны в примерно, но плюс-минус одном возрасте видят совершеннолетие. These countries, they view maturity in different ways, although they're close in age, but not exact. Похоже, исследовали самих себя, людей, живущих в этих странах, и их отношение к жизни. Maybe they were watching the people in these countries and watching their life. Когда мы бы сегодня нарисовали духовную вот так бы картину совершеннолетия, What if we would draw a spiritual map of maturity? вот если быть очень честными и откровенными, And if we are very honest, в христианском мире in the Christian world, люди, которые себя ассоциируют с тем, что они христиане, people who associate themselves as Christians, кто-то 1 год уже как христианин, one is a Christian for only 2, 1 year, 3, 5, 10, 15, 2, 20, 3, 5, 10, 15, 20, 40, 50 лет. 40, 50 years. Если бы попробовать нарисовать картину христианского совершеннолетия, If we try to draw a map of spiritual maturity, друзья, в каком бы возрасте мы могли бы действительно сегодня сделать оценку, что христианин духовно становится зрелым? Через сколько лет после встречи с Богом? at what age, how many years after they've met God do we consider a person mature, spiritually mature? К великому сожалению, но нужно сказать как правду. And unfortunately, we have to say the truth here. Очень многие люди могут похвалиться тем, что у них есть большой стаж по годам, по времени хождения за Богом или членства церкви. A lot of people can brag about the fact that they have many years where they have followed God or served in ministry. Но смотря на их мышление, поведение, образ жизни, характер, But watching their thinking, their character, their way of life, не всегда можно сегодня согласиться, что есть духовное совершеннолетие. you can't always agree that they have that spiritual maturity. Поэтому апостол Павел, когда писал это послание Коринфянам, он призвал: будьте совершеннолетними христиане в Коринфянской церкви. And that's why Apostle Paul wrote, be spiritually mature when he was writing to the Corinthian church. Итак, когда приходит совершеннолетие? And so when does this adulthood happen? Это возраст, с которым ожидается, что человек будет способным зрело мыслить, зрело все оценивать, полноценно осуществлять свои права, исполнять свои обязанности
и нести свою ответственность. So it's the age at which a person is expected to be able to think maturely, to evaluate everything maturely, to fully exercise their rights, fulfill duties, and bear И responsibility. я хочу вам сказать, And I want to say to you, вот точно таким же образом в духовной жизни. in the same exact way it is in the spiritual world. Совершеннолетие духовное Spiritual maturity или зрелость or духовная the adulthood spirituality. ожидается, когда она приходит, что у человека будет правильная оценка всего. It comes when the person has the correct evaluation of everything. Так ли это? Is it that way? К великому сожалению, не всегда. Unfortunately, not always. Иногда диву даешься от того, что человек 15 лет христианин, Sometimes you're looking amazed that a person is a Christian for 15 а years, элементарные вещи не понимать не может, but the most basic things they cannot не understand. воспринимать не может, They don't accept не it. реагировать правильно не They может. don't know how to react to it. Удивляешься. And you're amazed. Не говоря уже про какие-то обязанности, ответственности. Not even speaking about the duties, the responsibilities. Элементарные вещи. It's just simple things. Не зацепи словом, обижается, огорчается. You say the wrong word, they get upset. Не знаешь, как подойти, с какой стороны зайти. You don't know how to approach them, from which side. Много есть вещей, где видно, что зрелого нет мышления, There's нет a lot of- способности все оценить правильно. There's a lot of things that show in this person that they don't know how to evaluate anything. Физический наш возраст зрелости и состояния очень антитичны духовному возрасту зрелости и состоянию. And our physical age, maturity, and status is very similar to the spiritual age, maturity, and status. Потому когда апостол Павел сказал: братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетними, он хотел сказать следующее. And so when Paul was saying, brothers and sisters, do not be children in your thinking, yet in evil be infants, but in your thinking be mature. This is what he was saying. Будьте по уму совершеннолетними, то есть Being mature adults, meaning имейте все признаки взрослых, зрелых, духовно людей, от которых ожидается, что они будут способны здраво мыслить, здраво все оценивать, полноценно осуществлять все свои права, правильно относиться к своим обязанностям и нести полную ответственность за поступки. it's having all the signs of adulthood, being a mature person who is expected to be able to think sensibly, evaluate everything sensibly, fully exercise their rights, full duties, and bear responsibility, acting in accordance with adulthood. Вы скажете, это все естественно. And you're going to say, of course. Да. Yes. Но Павел, апостол и другие апостолы, и сегодня церковь встречается с парадоксами. But Apostle Paul and all the other apostles, and even the Christian church today, encounters these paradoxes. Он говорит, самые неестественные явления происходят порою среди верующих людей. The most unnatural things happen among Christian people. Судя по времени, вам давно нужно было быть уже учителями, а вас нужно снова учить начаткам Слова Божьего. Для вас нужно молоко, а не твердая пища. Yeah, where it says that you should be adults already in your thinking and in your ways, but instead you are still drinking the milk. Это неестественно. That's unnatural. И апостолы встречались с этим в церкви. And Apostle Paul encountered this in the church. Вы думаете, сегодня церковь не встречается с этим неестественным явлением? You think the church doesn't encounter this type of thing today? Да, встречается. Yes, they do encounter Потому it. Павел и говорил, That's why Apostle Paul says, когда я был младенец, when I was a child, по-младенчески я думал, I thought as a child, рассуждал I thought as a и child, говорил. and spoke as a Но child. когда я вырос, But when I became a man, я оставил младенческое. I put the ways of childhood behind me. Дорогие мои, все естественное для детского возраста абсолютно неестественно для взрослого. My friends, everything that is natural for a child is absolutely unnatural for an adult. И наоборот, все, чем уже обладает взрослый, абсолютно не может обладать ребенок. And the same thing, vice versa. Everything that an adult possesses cannot be possessed by a child. Это естественный процесс для дитя и неестественный процесс для взрослого. It's a natural process for a child, but it's an unnatural process for an adult. Эта картинка внизу, не папа с детками играет в игрушки, That picture that you see at the bottom, that's not a dad playing with his children, а папа просто еще дитя. but dad is just a child still.
Образно говоря, speaking metaphorically я here, хочу донести сегодня простую истину. I want to carry out this simple truth. Мы так часто, бывает, похожи на неестественное проявление поведения. We so often have this unnatural action. И это равносильно, как если бы сейчас здесь Владимир начал играться машинкой. It's the same thing as having Vladimir right now play with toys. Just Вы бы сказали, что с ним? you would say, what is wrong with Но him? если Веня сейчас выйдет и будет играться машинкой, But if Ben comes out and he starts playing with у вас cars, даже мысли не появится плохой. you won't even have a thought about it. Веня не тот, что сзади, а тот, что спереди. Not Тут that две Ben, Вени. this one right here, my son. Маленький, ее сын. My son. Это естественно для него, That's natural for him, но это неестественно для меня. but it's unnatural for me. И мы как бы смотрим и улыбаемся. And we're looking at it, we're Но, smiling. братья и сестры, But brothers and но sisters, ведь же в духовной жизни очень часто такого детинства масса и кругом даю вокруг нас происходит. in the spiritual world, that's exactly what happens all around us. Все, что неестественно для взрослого, естественно для ребенка. Everything that is unnatural for an adult is natural for a child. Ну, например, питание, которым питается ребенок, которым питается взрослый. Now, for example, the food that an infant eats and what an adult eats. Если ребенку принесли бутылку с соской и дали ему молока, это все в порядке вещей. If you bring a sippy cup or a bottle for a child and you give him milk, that's Но totally было бы normal. странным, если бы взрослый это делал But it таким would же be образом. totally strange if an adult did Это that. молоко, в принципе, вкусное, This milk is good, наверное. maybe, Но это абсолютно не для этого организма. but it is not for his organism. На простых этих моментах и апостолы, и я сегодня хочу сказать, насколько важно вырасти до совершеннолетия духовного. And through these examples, I and all the apostles, we want to say how important it is to be mature spiritually. Очень важно. It's so important. И вот три важных изменения, которые отличают духовное младенчество от духовного совершеннолетия. And so here are the three important indicators that differentiate spiritual infancy from spiritual maturity. На этих трех параметрах я хотел бы сегодня, чтобы каждый мог себя проверить. And in these 3 points, I want every single one of us to check ourselves. Я и ты можешь громко говорить, что ты совершеннолетний или я. Me and you can loudly say, I am mature, don't worry. Но если меня не отличает следующих три параметра от младенца, то я все еще пока младенец. But if I am still like an infant in these next 3 points, then I'm a spiritual infant. И чтобы это сказать, апостол Павел привел свой пример личный, And so to describe this, Apostle Paul brought up his own personal example, свой личный опыт. his own experience. Он говорит о себе, He spoke of не о himself. ком-то, о себе. He didn't say this about Он someone, говорит, but было about время, я himself. был младенцем. He said there was a time I was a child. Апостол Павел был младенцем? Apostle Paul, was he О, a мы его child? все знаем духовным отцом, We know him as a spiritual father, написавшим два послания как минимум. writing 2 different books Говорят, as что вроде minimum. бы и третье, но оно затерялось. But there is a third one, but it's mixed in. Плюс еще послание, которое писал персонально, я про Коринфян имел в виду, плюс еще другие послания, которые писал. And all the other letters that he wrote, and I was talking about Мы его Corinthians. знаем таким апостолом. We know him as this kind of А он apostle. возвращает и говорит, But he goes back and не says, всегда так было. it wasn't always this Было way. время, я был младенцем. There was a time when I was a child. Но слава Богу, что был, а не есть. But thank God that I was and not am. И он говорит свой личный опыт. And he says from his own Когда personal я был experience, младенцем, про себя пишет, when I was a child, he's saying this, по-младенчески говорил, мыслил и рассуждал. I talked, thought, and reasoned like a child. Мы его уже знаем с Писания, как мужа совершенного, We know him from the word of God as a mature man который оставил все младенческое и очень важные духовные истины написал. that left his childhood ways behind, and he wrote very important spiritual Но truths. так не всегда было. But it wasn't always that way. Современный перевод этого же текста говорит следующим образом. And the modern translation says the following. Когда я был ребенком, я говорил как ребенок, я мыслил по-детски и рассуждал по-детски. Но когда я стал взрослым, я оставил все детское позади. When I was a child, I used to speak like a child, think like a child, reason like a child. When I became a man, I did away with childish things. Вот три важных изменения, которые Павел говорит, его отличают теперь взрослого от того прошлого времени младенчества. Here are the 3 important changes that Paul went through that then began to differentiate his spiritual infancy to spiritual maturity. Мыслил по-детски, He thought like a child. мышление детское.
He had a childlike mindset. рассуждал по-детски, He reasoned like a child. рассудительность детская. He had a childlike reasoning. И говорил как ребенок. And he spoke like a child. Его язык работал как ребенка. His tongue worked as a child. Но это все в прошлом. But that was in the past. Сегодня, когда он говорит о себе уже в зрелом возрасте, Today, when he talks about himself as a mature он man, говорит, я это все оставил в прошлом. he said, I've left this all Я behind. мыслю сегодня уже I по-взрослому. now think like an adult. Рассуждаю по-взрослому. I process as an adult. Говорю как взрослый. I reason like an adult and I speak like an adult. И это отличает то прошлое время от сегодняшнего времени его жизни. And this differentiates this part of his life to the now part of his life. Я ничего не говорю необыкновенного сейчас. I'm not saying anything unnatural Мы here. все это знаем. All of us know this. На примере своем личном, вспоминая свое детство, и сегодня мы можем примерно так сказать. Looking at our own personal experience from when we were kids to now, we can say this as Смотря на well. наших детей, мы можем примерно это же сказать. Looking at our kids, we can say the same thing. Но почему же тогда апостол Павел, возвращаю вас опять к вопросу, писал, будьте совершеннолетними? But why then did Apostle Paul write to be mature adults? Это означало и означает до сегодняшнего дня, что очень часто люди, к сожалению, не возрастают до совершеннолетнего духовного возраста, оставаясь младенцами во Христе многие-многие годы. This means that unfortunately a lot of people, they do not achieve the spiritual maturity and instead stay in their infant-like state. Друзья, младенческий возраст очень интересный возраст. My friends, childhood age is a very interesting age. Но если он остается надолго, это болезнь. But if it continues over a long period of time, it's a sickness. Ах, a как интересно disease. с детьми возиться маленькими. It's so interesting to be with small Они kids. такие странненькие, интересненькие, They're so strange and такие interesting. хорошенькие, They're so good. вот такие особенькие. They're so special. Но если они всю жизнь такими But if останутся, they're going to be like that their whole lives, папа и мама забьет тревогу. mom and dad will have a warning. Это станет болезнью. It's going to become a disease. Вот когда он заплачет, будучи маленьким, When he starts crying, being a baby, ему придумали пустышку. they came up with a pacifier for him. Раз, They put it in his mouth, и все нормально. and there you go, everything's good. Но когда ему, этому уже ребенку, уже 20, But if this child is now 20, и, образно говоря, ему все еще нужно таким же образом, может быть, уже не ту пустышку, а не знаешь, какую найти, чтобы заткнуть ему рот. but metaphorically speaking, Простите they за don't выражение. need that like a physical pacifier, but they need some kind of Чтобы лишнее metaphorical не говорил, pacifier не to ляпал shut their языком, mouth so that they не don't say сплетничал, не anything, клеветничал. so that they don't gossip or say anything Что за wrong. соску придумывать? What pacifier do they come И up with? придумывают разные, And they come up with all kinds приспособления. kinds of things. А это говорит о том, что просто у человека болезнь. And this just talks about that a person has a Духовного disease. нет развития. There is no spiritual maturity, Он growth. должен мыслить по-другому. He needs to start thinking А он differently. все еще нуждается, чтобы какой-то придумать, как закрыть ему лишний раз рот. But he still has a need for someone to come up with something to shut his mouth. Это болезнь. It's a disease. Только когда физически она проявляется, But how is it expressed physically? мы бьем тревогу. We have a warning Мы when it идем к happens. докторам. We go to the Мы говорим, doctors. ему 15, We say he's 15, ему 18, he's 18, 20 20, или ей. or her. А такое ощущение, что 5. But it's as if they're 5. Доктора, помогите разобраться, что это. Doctors, help us. What is this? А в духовном смысле But in the spiritual sense, мы часто берем и колышем, качаем этих капризных взрослых людей. we often rock these ungrateful, these complaining people. Думаешь, какую уже придумать колысочку ему? And you think, what kind of a rocker can I come up with for this person? Чтобы не проявлял это свое детство. So that they don't express their childhood. Правда. It's true. И не лечим это. And you А don't actually take care of заколышиваем it. просто. You just rock them to Просто sleep. You успокаиваем. just calm them down. Успокоительную соску. You put in a pacifier to calm them Пастора не down. знают, как покачать это все. You don't know how to rock them correctly. Дорогие мои, Павел писал, потому что пережил это. My friends, Apostle Paul wrote this because he Я его experienced it. абсолютно I понимаю. completely understand him. Когда ты сегодня служишь людям, When you're serving people, и когда духовный младенец And when- себя ведет по-младенчески, when there's an infant and they're acting as an ну infant как-то ты это spiritually, понимаешь. how do you understand this? Человек только не совсем давно пришел к Богу, еще не вырос духовно. This person just came to God. They didn't have time enough to grow Но yet. когда уже человек много лет, But when a person, many years, а ему все еще надо его успокаивать, заколышивать, присыпать, не знаю, соску искать, but you still need to calm them down, rock them the right way, give them a pacifier. это болезнь. It's a disease, С этим нужно бороться. and you need to fight it. Это нужно решать. You need to resolve it.
Знаете, с ребенка нет спроса, почему он говорит как не как взрослый, или не размышляет как взрослый, не мыслит как взрослый. Это все естественно. You know, there's limited demands placed on a child who does not speak, think, or reason like an adult. It's natural. Но когда взрослый по-детски себя ведет, But when an adult is like a child, это проблема. that's a problem. Серьезная проблема. It's a true problem. И в духовном смысле то же самое. And in the spiritual sense, the same way. Я где-то читал притчу такую, I once read a proverb когда на одной ферме было 2 пастуха. when on a farm there were 2 shepherds. И они уже были в возрасте, им уже было под 60. And they were older, they were about 60. И вот всю ночь они должны были пасти коров на поле. And all night they had to take care of the cows on the field. А ночью спать хочется. But you want to sleep at Вот night. они сели вокруг костра, So they sat around the fire, и целая ночь впереди. and there is a whole night ahead of them. И один другому говорит: And one says to the что other, делать, чтобы не заснуть? what do we do so we don't fall asleep? И говорит один другому: And the other says а to давай him, мы поиграемся, как в детстве игрались. let's play like we did in childhood, Ну вот, чтобы просто не заснуть. so that we don't fall Ну asleep. давай. Okay, let's do it. И вот один старик другого берет, как толкнет, что тот аж полетел. And then one old man pushes the old man so hard that he begins to roll Тот, away. который полетел, вскочил, говорит: что ты делаешь? The one that rolled away gets up. It's like, what are you Он говорит: doing? а помнишь, мы в детстве так толкались? And he's like, you remember, that's how we used to play in Помнишь, как childhood. толкну я тебя, ты полетел, помнишь? Remember how hard they would shove you that you would start rolling away? Помню, точно. Oh, I do Мы же в remember. детство играем. We had this childhood Ну game. ладно, сидят дальше. Okay, so they're sitting, И тот, который только что полетел, and the one that just flew away берет какую-то там курточку этого другого takes the jacket of the other guy, и бросает в огонь. and he throws it in the fire. Тот аж подскочил. That one С jumps кулаками. up. He grabs Что it. ты сделал? What are you doing? А ты что, не забыл? Как помнишь, мы в детстве тоже так иногда делали, You don't так remember баловались? this? We used to play like this in Ты childhood. же помнишь, когда нам было 10, один раз твою курточку бросили в костер? You remember when we were 10 years old, there was someone who threw your jacket in the Он fire. говорит: я-то помню, но это, извини меня, это уже чересчур. He said, I remember that, but that doesn't mean it's okay. И подал в суд. And he В суд подал. put him on trial. Судья позвал 2, The judge called both of them. посадил. He sat them И before him, разбирается. and he began to figure it Что out. было? What happened? Один говорит: он меня толкнул. One says, he shoved Я me. чуть ли кости не поломал. I almost broke every bone. Второй говорит: а он мою курточку в огонь бросил. The other said, he took my jacket and threw it in the fire. Судья выслушал. The judge listened И to all of после this. вопроса, что было, спросил, когда это было. And after that, he asked, when was this? И оба говорят: тогда, когда мы игрались, как в детстве. And they both said, when we were playing as children. Судья подумал, что это дело было 50 лет назад. The judge thought this happened 50 years ago. Поэтому пишет заключение. And so he writes В the связи с conclusion, давностью события дело закрыто. because of the amount of years that have passed, this case is closed. Ему даже в голову не пришло, He couldn't even imagine что 60-летние люди вели себя как в 10 лет. that 60-year-old men acted as 6-year-olds. Он просто подумал, что они пришли, вспомнивши 50-летнюю назад историю. He thought they came to trial because of what they remembered what happened 50 years ago. Друзья мои, я просто хочу сегодня призвать себя и каждого. My friends, I just want to call all of us, me included. Это проблема, которую даже судья понять не мог. This is such a big problem that even the judge didn't Как understand this. можно в 60-летнем возрасте вести себя как 10 лет? How can you at 60 years old act like a 10-year-old? Нельзя мыслить, рассуждать и говорить по-детски. You cannot reason and think as a child. Важно вот что понять. There's a very important thing we have to understand. Нет никакого другого пути, чтобы из детского возраста стать совершеннолетним, как только вырасти. There is no other way to become a grown, mature adult except to grow up. Служа много лет с людьми, я вижу две проблемы. Serving people many years, I've encountered 2 problems. Многие люди хотят перепрыгнуть это. A lot of people want to skip this part. Они не понимают этой последовательности. They don't understand this sequence, this order. Но это невозможно перепрыгнуть. But you can't skip В it. этом надо возрастать. You have to grow. Питать себя словом, You have to feed yourself with the word of всем, God чем нужно, and everything и everything день else. изо дня возрастать. And day after day, grow up. Невозможно это перескочить. You can't skip over this. Человек покаялся в воскресенье, A person repented and came to Christ on Sunday, и те, что уже 20 лет верующие, в среду говорят: and those who have been 20 years Christians on Wednesday, they say, вряд ли он покаялся. I don't think he actually became a Christian. Почему? Why?
Но он не ведет себя так, как я. Because he doesn't act the way that I do. Еще даже и не одевается, как я. He doesn't dress like I И do. все не как я. And everything is not Ну like так me. он только в воскресенье. But he only repented on Невозможно Sunday. перепрыгнуть, он должен возрастать. You can't skip that growth process. You have to grow. Это последовательный процесс. That is a order of events. Чтобы стать совершеннолетним, зрелым, нужно расти. По-другому не придешь к этому. To become a grown, mature adult, you have to grow. There's no other way to do it. Даже если ты или я веришь в чудеса, Even if you believe in miracles, чудеса не совершат это. miracles will not perform this. Есть ребенок, There is a и child, какое бы чудо я не верил, and no matter what miracles I believe in, год, второй, третий, четвертый, все идет своим путем, и это берет время. year 1, year 2, year 3, year 4, it all takes its time. Характерные черты младенчества. Characteristics of infancy. Незнание, непонимание, непостоянство, любопытство, разговорчивость, неспокойствие, несдержанность, шумливость, капризничество и так далее. Ignorance, misunderstandings, impermanence, curiosity, talkativeness, restlessness, unrestraint, noisiness, tantrums, and so on. Если ребенок ползает и найдет здесь, я не знаю, какой-то мусор и потянет в рот, это естественно для этого If a возраста. child is crawling around on the floor and they find some garbage and put it in their mouth, that's natural. Он не знает, что это нельзя. They don't know that they can't have that. Но когда сегодня зрелые, считающиеся зрелые духовные люди питаются всякой ересью, всякими заблуждениями, ютубами, книгами непонятными, друзья, тянут все подряд, удивляешься и понимаешь, нет совершеннолетия в этом человеке. But if an adult trying to reach spiritual maturity is taking in all kinds of garbage, YouTube and all the social websites that offer garbage, what do you expect? Их бросают то влево, то в They are крайнюю, being thrown left то в одну and right. крайность, то в другую. They get into one issue, then Такое another. непостоянство. There needs to Это be, естественно для ребенка. and it's the same thing for a child. Неспокойствие, несдержанность, шумливость. Impermanence, curiosity, Это talkativeness. естественно для ребенка. That's natural for a child. В четверг молились за Шульгу, да, On семью Thursday, Жени, Яна и Миша. on Thursday we prayed for Zhenya, Yan, and Misha. Я Shuga. посмотрел на Яну, как ей приходится Михаила привязывать к себе. And I looked at Yana, how she had to attach Misha to Ни на herself. секунду нельзя отвернуться. She couldn't turn away for a second, Это естественно. and that's natural. Я вспомнил сразу своего Давида. And I remembered my David. Он сейчас такой, спокойный. Right now, he's very А calm. такой был в детстве, как Мишка. But he was like Misha when he was a Шустрый. child. He was super В quick. церкви, если я не отвернулся на секунду, он уже на сцене. If I turned away for a second, he was on stage. Ну, слава Богу, что не сзади, а на сцене. Well, thank God he wasn't in the back on stage, but you know. Но все равно вот такой был. But still, that's how he was. Это правда. It's true. И это естественно для дитя, And it's natural for a но child, не для взрослого. but not for an adult. Это не спокойствие, не сдерживаемость, шумливость и тому подобное. Это характер или черты младенчества. This restlessness, this unrestrained noisiness, that is the characteristic of an infant. Человек зрелый – это определенное знание, рассудительность, дальновидность, постоянство, стабильность, способность выбора, уступчивость, сдержанность, спокойствие. And a mature person has knowledge, prudence, foresight, constancy, stability, ability to choose, compliance, restraint, calmness, and so on. Это естественно. That's natural. Я однажды рассказывал, когда я, повторюсь, в этом примере, если даже вы слышали, но для меня это был показатель, однажды я был нянькой, будучи еще не женатым человеком. I was once a babysitter, and I've told this story before, and this was before I was married. Ну, бывало быть няньками, но для одного пастора я решил послужить и отпустить его с женой на свидание. I wanted to let a pastor and his wife go on a date, so I was a nanny for a night. Я говорю, давай я с твоими двумя детьми побуду. And so I said, let me take care of your 2 kids. А он говорит, ты не знаешь, что это такое. He's like, you do not know what's Да, about to какая happen. проблема справиться с двумя детьми. Oh, is it such a big problem to deal with 2 Старший kids? был сын, ему лет было, наверное, года 4 The older son was about 4 или 5, or и 5, девочка 2 года. and there was a little girl 2 years old. Они ушли, а я остался один. And they left, and I was by myself. Я не знал, у меня покоя не было ни на секунду. I had no peace, not for 1 Я бегал second. по дому за ним. I was chasing them around the Такая house. девочка была спокойная, а парень The little girl, she was calm. The boy, шустрый. he was fast. И вот, наконец, я не выдержал. And so finally, I just lost Я it. взял его, I took him, посадил в кресло и говорю ему. and I sat him in the chair, and I said to him, Кресло вот близко к дверям, выходным на улицу. the chair was next to the front door, И говорю, Виталик, за дверью волк стоит. and I said, Vitaly, outside the door is a wolf.
только ты дернешься с кресла встать, он тебя тут же съест. If you get out of this chair, it will eat you. И знаете, сработало. And you know what? It worked. Он сидел, вертелся, крутился, но не вставал. He was sitting, he was turning, he was struggling, but he did not get up. Когда пришли родители, And when the parents came, удивлению Виталика не было предела. they were amazed looking Они at the живые trolley. через дверь зашли. They walked in through the door, А их предела удивления еще больше было. but they were shocked when they Они мне saw him. говорят, как ты его усадил? They said, how did you make him sit? Он руки протянул, бедняга. The poor kid Но не stretched out встает. his arms, but he did not get up. Я им рассказал. And I told him Нет, what так не happened. надо пугать детей. No, you shouldn't do this with your kids. You shouldn't scare them. Прошло лет, он сейчас уже женатый. He's already married. Однажды я его встретил And once I met и him, говорю ему, and I told him, я бы мог тебя сейчас так напугать? would I be able to scare you the same way? Он засмеялся и сказал, нет. And he said, no. А чего? Why not? Потому что мышление выросло. Because his thinking has matured. Рассудительность пришла. His reasoning came. Знание определенное есть. He has knowledge. Что в Сакраменто за дверями домов и апартаментов волки не сидят. That outside the front door in Sacramento, there are no wolves. Но для ребенка ты можешь его еще мышлением, воспользовавшись, это сказать. But you can mess with the mind of a child like Хотя не this. надо. Although you shouldn't. Не надо пугать You детей. shouldn't scare Если children. будешь плохой, тебя дядя Валера заберет. If you're going to be bad, Dada Valera is Как going to будто take you дядя Валера away. плохой, что тебя заберет. Yeah, don't say that. Я говорю всегда, не надо мною пугать детей. You do not have to scare children. Если будешь хороший, я тебя заберу. If you're going to be good, I'll take you. Ну, в любом случае, черта младенчества, мышление, рассудительность и так дальше, конечно же, на том уровне, где это возможно сделать. But of course, the mind of a child is at the right level. Вот поэтому апостол Павел называет этих три вещи. Первое, That is why Apostle Paul says, the first, он говорит, я мыслил по-детски, у меня не было зрелости мышления. he says, I thought like a child, I had immature thinking. То есть мышление – это вид умственной деятельности, действие ума, разума, способность думать. In other words, a mindset is a type of mental activity which consists in cognition, the action of the mind or mindset. Давайте будем откровенными. Let's be honest. Вот иногда, если бы мы больше думали, If we would think more прежде всего думали, before we did something, if we would вот think в этом more. проявляется совершеннолетие, это мышление, думать. In this way, the spiritual maturity is expressed when you think ahead of time. Матфея 9:4 Иисус говорил, видя помышления их, сказал, для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? In Matthew 9:4, Jesus says, knowing their thoughts, Jesus said, why do you entertain evil thoughts in А your какая hearts? разница, что я мыслю? Who Мыслю. cares what I think? Большая. But there's Потому a что big Иисус reason понимал, for it. от состояния мышления многое зависит дальше. Jesus understood that what is in your mind, it carries out what happens. Потому что люди, которые мыслят по-плотски, они живут по-плотски. Because the people who are governed by the flesh, they are also act in the flesh. Помышление духовная жизнь и мир. And it's peace, the mindset of the one who is right is Помышления life and peace. плотские – суть смерть. But the government of the flesh is death. Эти места из Писания показывают, насколько важно иметь зрелое мышление. These verses in the Bible, they show us how important it is to have that spiritual mindset. Плотские помышления – вражда против Бога. The mind governed by the flesh is hostile to God. Он говорит, люди, которые младенческое имеют мышление, они по-другому и не могут мыслить. Это естественно. He says people have a childlike mindset. They don't know how to do it any other way. Это все естественно. And it's natural. Друзья мои, зрелое мышление совершеннолетнего духовного человека – это дальновидность, это широкий кругозор и это объективность. And my friends, the mature mindset, it is foresight. It is a broad outlook. It's objectivity. Но, к великому сожалению, мы часто сталкиваемся с тем, что многие люди, будучи христианами, они недальновидны. But unfortunately, we do encounter Christians who are not far-looking. Они не видят, может быть, даже сталкиваясь с какими-то проблемами, почему это приходит, что из этого можно взять, чему научиться и так далее. Even when they encounter a problem, they don't look, why did this happen? What can I do to avoid it? Когда ребенок этого не видит, это естественно. When a child doesn't think this way, that's Но natural. когда совершеннолетний не видит, это большая проблема. But when an adult doesn't think this way, then У that's wrong. совершеннолетнего широкий кругозор взгляда. A mature mindset has a very broad outlook. Он абсолютно понимает, что происходит и They- почему. They understand completely what is happening and why. Даже живя в этом современном мире, Even living in this modern world, где, может быть, разные нас окружают обстоятельства, законные, нам не нравящиеся вещи. where we have all kinds of things around us that maybe we don't like, certain Но laws. если я имею широкий кругозор, But if I have a broad outlook on life, если я не вижу только эту проблему, if I don't just see the но problem, я вижу и другое. but I see everything else, Бога вижу, I see God, силу Его вижу, I see His strength, Слово Его I знаю. know
know the Word of Я God, по-другому на все I реагирую. react to this differently. Мне тоже много чего не I нравится. don't like a lot of things also. Но мой кругозор, если он есть, духовный, совершеннолетний, зрелый, он помогает мне реагировать по-другому. But my broad outlook, if I have it, it helps me to react in a different way. Как многим людям не хватает объективности. How many people do not have enough objectivity? Вот узкое мышление. They have a very narrow mindset. И удивляешься от того, что уже много лет верующие Библию читают, знают. And you're amazed. You look at them and you know that they've been a Christian for a long time. They know the Но не Bible. понимают элементарных вещей, But they don't understand the most simple things. простых вещей, The simplest things. которые кажутся как 2 плюс 2 – 4. That is like 2 + 2 = 4. Субъективный взгляд на вещи. Objective outlook on life, on things. Вместо объективного, который формируется в зрелом характере. Instead of objectivity, which forms in a mature adult. Друзья, я сегодня говорю не просто с какой-то теории, с практики то, что происходит. My friends, I'm not speaking about some kind of theory. I'm talking on practice, what is happening now. Вот такая недуховная или незрелое мышление очень у многих людей, которые себя ассоциируют с совершеннолетними духовными людьми. This unspiritual mindset, this very unmature mindset people have being Christians for a long time. Что же это за совершеннолетие? What is this mature mindset? У меня был такой значок, крестик. I had once a sign, it was a little Мы на cross. евангелизации ездили, повесили такие маленькие крестики. We would go to these evangelical services and I had a little cross here. В одной церкви ко мне браток подходит. And at one church, a brother approached me. Я соблазняюсь на этом твоем крестике. I don't like your cross. It's making me stumble. В смысле? What do you mean? А сколько вы лет верующий? How long have you been a Christian? Ти би ще не було на землі, як я покаялся і You крещення haven't прийняв. even been born on this earth when I was already a Christian. Не верю. I don't believe you. Почему не веришь? Why not? Ну как можно взрослому, 40 лет назад покаявшемуся человеку соблазняться на маленьком этом How кресте? can an adult, a 40-year-old Christian, be stumbling because of this little cross? Соблазн – это то, что подталкивает человека к греху. To stumble means a person has entered into sin. Да, я снял его и подцепил на другую сторону. Yeah, I took it off and I hid it away. Но я понимаю, передо мной But I understand that before me, духовное бэби. there is a spiritual baby. Друзья мои, это простые вещи. And these are simple things, my friends. Мы сталкиваемся с этим на каждом шагу. We encounter this in every step of our life. Люди себя ассоциируют совершеннолетними, духовными, правильными, святыми. Но простые элементарные мелочи выдают их детство People духовное. consider themselves mature, correct, spiritual people, but these simple things that they do not understand show their true maturity. Ты бы лучше, брат, спросил, чего я это сделал. Why don't you ask me why did I put it Мы on my тогда, shirt? была наша миссионерская команда, мы ездили по городам, проповедовали на улицах и так далее. That's when our team, we would evangelize, we would go from city to И city. очень часто из-за того, что здесь был крестик, это вызывало у людей вопросы в то время. А что это? А вы что, верующий, христианин? И это был контакт для разговора. And very often, because of this little cross, there was a lot of conversation. Who are you? Are you a Christian? What not? Но это так может мыслить объективный человек, широкого кругозора, дальновидный. But that's more of an objective person who has a broad outlook, who has foresight. Для этого надо быть совершеннолетним. You have to be mature for this. Библия говорит, что наши помышления должны быть пленены в послушании Христу. The Bible says that our mind, it needs to be committed to God. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, пленяем всякое помышление в послушании Христу. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it Простой obedient пример. to Christ. It's a very simple example. Саул, армия и Давид. So Saul, the army, and David. Одна и та же проблема. One problem, Там филистимляне и Голиаф. there's the Philistines and Goliath. Одна проблема. That's one problem. Дальше. And У next, Саула, у армии и у Давида не только одна проблема, но один и тот же Бог. Saul and the army and God, they also have one God. Но чего одни I'm sorry, прячутся в окопы, дрожат от страха и в панике, в апатии, в депрессии, сегодняшним языком But говоря. why are they falling into this apathy, into this depression, this fear? До зубов вооруженная армия, Саул, царь известнейший. They are all armored to fight. Saul is the king. Помните, как они себя вели? Do you remember how they acted? И Давид. And David.
Та же проблема, The same problem. тот же Голиаф, It's the same Goliath, та же филистимская армия, the same Philistine army, тот же самый Бог. the same God, Но мышление разное. but different thinking. У одного совершеннолетнее духовное мышление. With one, there is mature thinking. Помните, когда он вышел против Голиафа, как он заявил, как он мыслит? Remember how he approached Goliath and what he said. «Я How иду he против thought. тебя с именем Господа, Бога Саваофа». I am going against you in the name of God Jehovah. У него совсем другое кругозор, дальновидность, объективность. Бог мой, на которого я уповаю, Голиаф сейчас предаст тебя мне. He has a completely different foresight, broad outlook. He has objectivity. He knows and trusts in his God. Дэвид, откуда ты знаешь? David, how do you know? Ты что, уже их несколько этих Голиафов положил? Have you already knocked out a couple of these Нет. Goliaths? No. Но у меня есть кругозор мышления, я льва ложил. But I have a broad outlook. I put down a Я lion. просто знаю, шире смотрю на все, а не только на Голиафа и эту армию. I just have a more broad outlook. I don't just see Goliath and his Я смотрю army. не только туда, я еще и туда смотрю. I don't look just here. I also look there. Бога знаю. I know God. Знаю, как Он мне I помогает. know how he helped me in Вот the разное past. мышление. Here are two different Потому и mindsets разный результат. and two different results. Второе, что Павел говорит, я раньше рассуждал по-детски, у меня была незрелая рассудительность. The second thing that Paul said is, I reasoned like a child. I had immature reasoning. А теперь рассуждаю по-взрослому. But now I reason like an У adult. меня зрелая рассудительность. I have discernment. Что такое рассудительность? Способность руководствоваться в своих действиях требованиями рассудка, здравого смысла. Это здравомыслие, рассудительный характер, рассудительное поведение. What is discernment or discretion? It is the ability to be guided in their actions by the requirements of the mind and common sense, sanity, reasonable character, and or reasonable behavior. Соломон говорит, притчи 2 глава 10-11. Solomon says in Proverbs 2:10-11. Когда мудрость войдет в твое сердце и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет тебя оберегать. For wisdom will enter your heart, and knowledge will be pleasant to your soul. Discretion will protect you. Рассудительность совершеннолетнего духовного человека имеет способность оберегать. The discretion of a spiritually mature person has the ability to protect Это him. способность сбалансированно все взвешивать, рассматривать с разных сторон, как мы говорили, делать здравые выборы, принимать объективные решения, адекватно реагировать на все. Это осторожность, осмотрительность и благоразумие. Mature reasoning is the ability to balance, to look at something from different angles, to make healthy choices, to make objective decisions, and to respond appropriately. Caution, prudence. Это рассудительность. That is discretion. Когда-то был в одном городе, не в Америке, после собрания подходит ко мне девушка молодая, I was лет once at one city, and a young girl approached me. She was about 18 or 19 after говорит a мне. service. And she said to me, У меня вопрос. I have a question. На дискотеку можно ходить или нет? Can we go to a dance? Можно или нет? Can you go to a dance? Are you allowed to? Не просто на дэнс, а на дискотеку. Dance. В бар, где Yeah, in our Где люди time, пьют. it's a bar, a club. Thank you. Club. Можно ходить или нет? Can we go? Я только хотел что-то ей сказать, а она мне говорит, как сегодня вся молодежь говорит. I wanted to say something to her, but she spoke first. Только, the same way. пожалуйста, не свое мнение, а Библию откройте и покажите, где это написано. But please, don't give me your opinion. Open the Bible and tell me what it says. Я говорю, нет проблем. And I said, no problem. Я открываю Ефесянам 5:10 I opened Ephesians 5:10, и читаю. Испытывайте, что благоугодно Богу. testing what is pleasing to the Lord. Испытывайте, это рассуждайте. Test or reason. Другой перевод говорит, поставь Бога на свое место. Another translation says, put God in your shoes, Это in your place. рассудительность. Это рассудительность. This is discernment. Она This говорит, is «А как discretion. понять?» And she's like, how do I understand this? Хорошо, давай попроще, я ей говорю. Okay, let's simplify this. Представь, что Иисусу 20 лет. Imagine that Jesus is 20. Можешь представить? Can you imagine? Могу. Yes, I can. Представь, что Он здесь сегодня. Imagine that he's here today. Можешь представить? Can you imagine it? Могу. Yes, I can. Представь, что ты Ему говоришь сегодня. Imagine that you say to him today, Иисус, сегодня вечерком на 7 часов приглашаю тебя в клуб. Jesus, I'm inviting you На to a дискотеку. club at 7 o'clock. Можешь представить? Can you imagine? Она мне говорит. And she's like, Вы как такое могли подумать? how could you even say Что вы that? такое говорите? What are you even Так не saying? могу Христу сказать. I can't say that to А Jesus. почему? Why not? Вот вам рассудительность. There you go. That's discernment. Вот что значит испытывайте, что благоугодно Богу. Поставьте Бога на свое место. That's what means testing what is pleasing to the Lord. Put God in your Так shoes. способны рассуждать духовно зрелые люди. That's how spiritual, mature people, that's how they Им не reason. надо писать
каждый грех в Библии. You don't have to write out every sin in the Bible. А где написано слово наркотик сегодня в Библии? Where is it written that I can't take drugs in the Bible? Нигде. Nowhere. А почему вы говорите, что это грех? Then why are you saying it's a Потому что sin? рассудительность Because discernment, – это показатель здравого, зрелого, духовного человека. it is the indicator of a spiritually mature person. Это все естественно. And it's natural. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше. Оно ужалит тебя впоследствии, как змей. Do not gaze at the wine when it is red, when it sparkles in the cup. It will bite you like a snake. А где написано в Библии, что нельзя пить вино? Where is it written in the Bible that you can't drink wine? Вот прямо вот покажите мне, нельзя пить вино. Show me specifically, do not drink wine. Есть рассудительность, There is discernment что присуще здравому, взрослому, духовному, совершеннолетнему человеку. that a spiritually mature person has. Библия подсказывает, The Bible tells us, имей рассудительность. have discernment. Ты знаешь, к чему тебя вино приведет. You know what wine will lead you Ты to. знаешь, к чему тебя наркотик You приведет. know what drugs will lead Ты you знаешь, к to. чему тебя приведет, если ты в интернет не туда залезешь. You know what the internet can lead you Не to. надо писать про интернет сейчас Библию новую, You don't have to write a new Bible for this, чтобы все было написано. so that everything is written out. Грехи все современнее и современнее придумываются дьяволом. Sins are more modernly and modernly brought about by the devil. Но Библия дала духовному, зрелому человеку рассудительность. But the Bible gave this spiritually mature person И вот если она discernment. есть, эта рассудительность, это признак совершеннолетнего духовного And человека. if you have discernment, that is a sign that they're a spiritually mature И person. такой человек способен понять, And this person is able to understand. туда надо идти или не надо. Should they go there or not Это go надо there? говорить или не Should they надо. say this or not say this? Как поступать? How should they act? Только совершеннолетие духовное помогает так мыслить. Only a spiritually mature person can Поэтому, think this когда way. люди сегодня сталкиваются и не знают этих вещей, и не знают, как дальше жить после этого всего, это говорит о их духовном младенчестве. And so yes, when we encounter people like this who don't know what to do, don't know how to act, we know about their spiritual Итак, mature первое, mindset. взрослое мышление. And so first, the adult thinking. Второе, взрослая рассудительность. Second, mature reasoning. Третье, я когда был ребенок, говорил по-детски, а когда вырос, говорю по-взрослому. And third, when I was a child, I spoke like a child, and when I am an adult, I now speak like an adult. Очень важный показатель – это язык нашего совершеннолетия. A very important indicator of our spirituality is our tongue. Это зрелость языка, речи нашей. The maturity of our tongue, of our speech. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от его плодов. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Библия говорит, все мы много согрешаем. Кто не загрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. The Bible says we all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check. Как я уже сказал, важнейший показатель совершеннолетия Like I said, the most important indicator of spirituality, – mature. это работа нашего языка. It's the work of our tongue. Если от нашего языка много зла, вреда, неустройства, потеря мира и так далее, это говорит о младенческом духовном состоянии. And if our tongue only expresses the things that are evil, that are wrong, that do not bring about goodness or peace, that speaks about our spiritual maturity. Это может быть присуще ребенку, This is normal for a child, но это не присуще взрослому. but not for an adult. Абсолютно. Absolutely not. Абсолютно. Absolutely not. Зрелому, совершеннолетнему человеку A spiritually mature adult, присуще мышление, рассудительность и потом слова. they have the reasoning, the thinking as an adult, and now А words. когда я сперва говорю, а потом думаю, But if I speak first and then think, это детство, that's childhood. младенчество. That's infancy. И, к великому сожалению, многие люди не могут похвалиться, что у них совершеннолетний язык. And unfortunately, many people cannot boast about the fact that they have a mature tongue. Не могут They похвалиться. can't boast about it. Потому что этот язык делает столько вреда в их жизни. Because their tongue causes so much damage in their life. Надо просто вырасти, You just have to grow up. чтобы то, что говорит язык, сперва думал наш разум. So that our mind can think before our tongue speaks. Это естественно, когда дети еще язык друг другу покажут. It's natural when kids show each other their tongues. Но это не способ общения совершеннолетних людей. But that's not what we do as adults. Образно говоря, иногда так себя ведут взрослые люди. Metaphorically speaking, that's how adults sometimes act. И это большая
большой признак совершеннолетнего зрелого состояния. And that is a great indicator of the spiritual maturity in a Мне не person. надо много об этом рассказывать. I don't have to talk a lot about Вы this. все прекрасно знаете, сколько беды делает язык. You all know what kind of damage a tongue can И cause. когда этот язык много делает беды в мире, я это понимаю. And when this tongue causes this much damage in the world, I can understand that. Я понимаю, когда люди только-только начинают жить с Богом, и, может быть, еще не обуздан их язык. I can also understand when people just became Christians and they still are learning to control their tongue. Но когда человек заявляет, что он уже, тебя еще не было, а я уже, But when a person says that, oh, before you were even born, I was a но Christian, его язык but his tongue столько воспаляет, is so inflamed, столько вреда приносит, brings so much damage, столько мира крадет, and takes away so much peace, столько разного огорчения, зла. and causes so much evil and harm. О чем говорит? What is that saying? Это человек несовершеннолетний духовно. This person is not spiritually mature. Не может, Павел говорит, если уже я вырос, я оставил даже так, как говорил в детстве. Paul says, if I have grown up spiritually, I have left my childhood ways behind me. В детстве люди могут ляпнуть, дети, что-нибудь друг в адрес друга. In childhood, kids, they can say whatever they want to each Могут other. обозвать друг друга. They can call each other names. Это плохо. And that's bad. Но это в детстве. But it's a child. Но если взрослые так делают, But if an adult does that, это не норма. that's not Это normal. болезнь. It's a disease. Болезнь детства в то время, когда должно уже вырасти. It's a disease of childhood when you should be an adult. Я думаю, друзья мои, что мы можем сделать простой вывод. And I think, my friends, we can come to a simple conclusion. Вот Павел, вот его послание, вот его служение людям. Here's Paul, here's his service to people, here's what he says. И он говорит, братья и сестры, не будьте дети умом. And he says, brothers and sisters, do not be children in your thinking. Да, то, что Христос говорил, будьте детьми, это в отношении к злу, Yes, what Jesus said to be as children, he meant towards evil. но по уму, But in your mind, по рассудительности, in your reasoning, по признакам того, что является совершеннолетием. having that indication that you are a spiritually mature adult. Будьте совершеннолетними, духовными, выросшими. Be mature in your thinking, grown up. Когда я был ребенком, я себя вел по-детски. When I was a child, I acted like a Но child. когда я вырос, But when I grew up, все детское оставил позади. I did away with childish things. Все абсолютно. Everything. И мышление, и рассудительность такую детскую, и Thinking, речь. reasoning, and speech of a child. Мы идем к молитве. We're going towards prayer. И простой сегодня вопрос. Very simple question for you. Если только быть очень искренними и откровенными, If only we can be very honest with ourselves. совершеннолетние ли мы все духовно? Are we spiritually mature? Совершеннолетние ли? Are we spiritually mature? Когда многие вещи выдают просто нас. When many things, many of the indicators, they just give us out. Людей верующих выдают, что мы все еще младенцы, You can see in this Christian person that they are still spiritually a child. все еще дети. They are still children. По всем этим трем признакам. Looking at these three different indicators. Дай Бог нам сегодня осмыслить это. May God help us to think about this. Я знаю многих детей, которые, и мы такими все были, которые хотят быть взрослыми. I know many kids who want to be Они adults. We себе were the same way. приписывают иногда пару лет. They're only a few years old, Так хочется взрослым and быть. they want to be adults so bad. Почему? Why? Стремление нормальное к возрасту, к расти. That's a normal thing. They want to grow Но, up. как я говорил, это не перепрыгнешь. But like I said, you can't skip В этом over надо that. возрастать. You have to grow in it. А я сегодня должен признать за факт. But I need to come clean before you. Очень многие христиане. A lot of Christians. Дай Бог, чтобы их не было здесь, да, в этом зале. I hope that they are not in this building. Но очень многие But христиане. a lot of Christians, Дети из детей. they are kids. Бэби. They're babies Которым надо пустышки. that have pacifiers. Колыски. They need to be Коляски. rocked. They need to be in a stroller. Игрушки. Toys. Молоко. They have milk. Правда. It's true. Откуда ты знаешь? How do you know this? Да потому что характер показывает. Because their character Поведение, shows it. The way they act отношение к shows it. жизни, The way they act towards реакция. life. Their reactions. Все это показывает. Everything is an indicator. Когда ребенок пальцы в розетку, понятно. When a child shoves their finger into an outlet, you understand.
Он не понимает. У They него нет don't рассудительности. understand. They don't have reasoning. Но когда взрослый туда, But when an adult does that, это непонятно. it's just strange. Вот точно так все остальное. And same thing with everything else. Как бы я хотел вместе с апостолом Павлом сегодня призвать к себе и каждому: будьте совершеннолетними. How I want to call out to me and to all of us, be mature. Возрастайте, братья и сестры. Grow up, brothers and Не sisters. оставайтесь на уровне детства, Do младенчества. not stay in that level of child. В отношении к греху, к козлу, будьте детьми, как Библия говорит. Towards sin and evil, be Простоте like будьте. children. Be simple. Будьте простыми. Be simple. Но в отношении к жизни But in your attitude towards life, будьте совершеннолетними, зрелыми. be mature adults. Будьте. Be. Где-то читал притчу про то, как один мужчина другому говорил: I once read a proverb where one man said to another, что ты не даешь своему сыну жениться в 18 лет? "Why are you not letting your son get married at 18?" Он говорит: ну, он еще несовершеннолетний. He said, "He's not mature yet. Он еще несовершеннолетний. He's still not mature." Ну так и что? And И тот, который был против того, чтобы он женился в 18 лет, the one who was against this boy getting married at 18, не понимал того, который был за. they didn't understand the person that was for it. Вот один другому говорит: And so one is saying to the other, знаешь, пока он еще несовершеннолетний, "You know, while he is still not пусть mature, женится. let him get Это married." притча, поверьте, This притча. is a proverb, Ай, just so you пусть know. женится. Let him get married, Потому что когда он станет совершеннолетним, because when he becomes mature ума добавится, and he gets more может вообще не mind, жениться, he may not get married at all, зная, как это непросто все. knowing how hard it is. Я сейчас не про женитьбу. And I'm not talking about marriage right now. Не в этом сейчас вопрос. That's not what we're talking about. Просто суть иногда этих жизненных пословиц, притч и мудрости вот в чем заключается. But this wisdom, these proverbs that are spoken, this is what they conclude. Совершеннолетие всегда рассматривается с тем, что человек здраво мыслит, A mature adult always indicates the way that they think, зрело и по-взрослому. and as an adult. И все другое, которое с детством связано, оно связано с младенчеством. And everything else that is tied with childhood, it's also tied with infancy. Бог да благословит каждого из вас и меня May God bless every single one of you and me as well быть совершеннолетними духовно людьми. to be spiritually mature. Быстренько повторим. And let's repeat this А again. это мышление, This is thinking, рассудительность reasoning, и язык. and speech. Вот три простых вещи, которые Павел назвал. Three very simple things that Paul Если я said. проверил себя, и у меня в этом плане все в порядке, If I check myself and everything is good in я every могу point, сегодня признать себя духовно совершеннолетним человеком. then I can say that I am a spiritually mature person. А если нет, But if not, надо расти. we need to grow. Давайте мы встанем. Let's stand.